Дорогие друзья, давайте сделаем с вами сегодня общий расклад для тех, у кого какая-то непонятная пауза, молчание в отношениях, для тех, кто ждет проявления со стороны мужчины либо женщины. Посмотрим, выйдет ли человек на связь, проявится ли, и если проявится, то с чем вообще придет, что скажет. 3 позиции, первая, вторая, третья. Загадывайте человека или троих. Благодарю всех за просмотр и начинаем. Первая позиция. Так, выйдет ли загаданный человек на связь? Какие у него сейчас вообще мысли? Вы знаете, да, здесь очень велика вероятность того, что человек на связь выйдет. Причем, смотрите, здесь проявится с намерением помириться, если была какая-то неприятная ситуация, если была ссора, то здесь у человека намерение оставить в прошлом недопонимание, оставить в прошлом какие-то проблемы. Да, здесь однозначно жезловый король. Дело в том, что просто пока вот на сегодняшний день он не определился, каким образом он будет проявляться, как он будет действовать, что он придет, что скажет, но двигаться он готов, что-то делать он готов. Он здесь не закрывается в кокон, он здесь не уходит в такое вот абсолютное отстранение. Однозначно карта колесницы – это проявление. Если на расстоянии находитесь с ним, то однозначно приедет даже, да, здесь даже возможен его приезд к вам. Да, у многих расстояние отыграется, но человек приедет с надеждой. Человек приедет с надеждой. И смотрите, несмотря на то, что выходит он императором, да, обычно император сидит и ждет, пока к нему придут. Здесь ваш император намерен вот именно сам сделать шаг, причем в данном случае он вам предложит что-то серьезное, не будет стоять там, теребить носовой платок в руках, не будет переминаться с ноги на ногу. Здесь он хочет прийти, ну так скажем, во всеоружии. Здесь он хочет прийти с чем-то серьезным и конкретным. И у многих отыграется даже семья, да, вот с намерением создать семью человек придет, но в настоящий момент он, ну так скажем, находится на процессе принятия решений. И это решение может быть связано с тем, что элементарно финансовый вопрос его беспокоит, то есть финансово я потяну вот эту вот семью, либо не потяну, но человек однозначно в вашу сторону настроен, даже если есть молчание. Даже если сейчас есть пауза, то будет однозначно проявление, и проявление в самом лучшем ключе, в самом лучшем формате, потому что человек не хочет вас терять и готов даже чем-то жертвовать для того, чтобы все между вами наладить. Неопределенности здесь уйдут. Неопределенности, такие вот, знаете, вот если отношения были тайными, если отношения были вот непонятно какими, без каких-то рамок четких, без каких-то вот обязанностей, да, когда вы что-то друг другу можете пообещать, здесь все это уйдет в прошлое. Единственное, что да, здесь завершение тяжелого периода идет, здесь нужно вот этот вот рубеж перешагнуть, и перешагнув этот рубеж, справившись с трудностями, вы придете к гармоничному союзу, двойку кубков, однозначно. Что же все-таки скажет, когда придет? Скажет, что вы его императрица. Скажет, что вы его любимая женщина, вы ему нужны, вы для него ценны и значимы. Он, скорее всего, признает свои какие-то ошибки. Даже если не признает, то оставит их в прошлом, потому что здесь действительно он видит вас любимой, единственной, неповторимой, самой-самой лучшей. И, скорее всего, настрой здесь у человека на семью. Не буду больше карт даже никаких доставать, поэтому ждите, проявится ваш ненаглядный и придет с самыми-самыми лучшими намерениями, с самыми лучшими словами и действиями в ваш адрес. Благодарю, единички. Идем ко второй позиции. Буду благодарна всем за ваши лайки, подписки и комментарии. Итак, вторая позиция. Проявится ли ваш загаданный человек, выйдет ли на связь?
находится сейчас на, во-первых, в ожидании, да, и на этапе осознания своих ошибок. В неопределенности, да, тоже вот выбирает, определяется, как ему дальше быть, но здесь он понимает, что в той ситуации, которая сложилась, он виноват сам. Он виноват сам, он здесь абсолютно не отрицает своей вины, сожалеет о вашей паузе, ждет, возможно, вашего проявления. Давайте посмотрим, чего ждет. Ждет, когда, знаете, к нему придет озарение, да, вот копается сейчас в глубинах своей души, копается сейчас в каких-то своих мыслях, но здесь, смотрите, даже если он признает свою неправоту, он хочет, чтобы вы признали его победителем. Даже если он осознает в глубине души, что он в чем-то не прав, он примет ваши отношения только в том формате, когда они будут выстраиваться по его правилам. Ждет какого-то шанса, возможно, актуален грядущий праздник, да, 8 марта у кого-то проявится вот именно с поздравлением, для того, чтобы это выглядело не как его слабость, да, а как такой великодушный жест с его стороны. И смотрите, он находится сейчас, знаете, вот в таком раздрае, он ждет и не понимает немножечко, то ли ему сидеть, ждать, да, упрямиться, отстаивать свою позицию, отстаивать свою правоту, чтобы вы пришли к нему на поклон, да, то ли ему самому делать эти шаги, работать над отношениями, потому что ему, еще раз повторюсь, важно, чтобы все было так, как он говорит. Итак, что думает о проявлении? Будет какое-то проявление, но здесь, знаете, вот он как будто бы борется сам с собой. Он находится, ему хочется, конечно же, перешагнуть вот эти трудности, оставить все сложности позади, но у него, знаете, вот каким бы он ни был деловым, да, как бы он не хотел показать то, что он такой великий, могучий, вот сейчас грубо скажу, но кишка тонка признать свои ошибки, да, для себя он их признает, но вам, скорее всего, не придет, не скажет то, что, ты знаешь, вот здесь я был виноват. Да, здесь вот сложно ему это сделать, и он не знает, для него не свойственно вот это вот приходить с опущенной головой, он привык побеждать, он привык быть на коне, он привык быть таким деловым, а здесь такая ситуация, когда ему приходится, понимаете, карта сила, ему не хватает вот этой вот решительности для того, чтобы он считает, что это будет проявлением слабости, и он ждет вашего понимания, он ждет того, что вы проявите вот эту вот свою женскую мудрость, потому что карта сила, смотрите, женщина и лев, здесь символы сочетание вот мужской брутальности и женской нежности. Вот он считает, что он должен быть весь такой деловой, весь такой важный, бумажный, а вы такая мягкая, покладистая, чтобы он не говорил, вы будете прощать, чтобы он не делал, вы будете снисходительно относиться к его вот этим выкрутасам. Итак, все-таки проявится. Если ждете женщину, если на женщину смотрите, однозначно проявится. Но по Луне это женские действия. Здесь ждет какого-то сигнала от вас. Да, вот если на женщину смотрите, женщина однозначно к вам проявится, но все равно здесь женская энергия, и здесь ждет какого-то, знаете, хотя бы сигнала от вас. А какого ждет сигнала? Вот именно шага к примирению, тройка кубков, да, давай мириться, да, вот тебе жвачка, королева кубков ждет того, что вы к нему с чувством придете, упрямиться, сам посмотрите, король пентаклей, сижу на своем троне, сижу прям врос всеми своими частями тела в этот трон и сидит, ждет, а хотел бы проявиться. У него борются чувства и разум сейчас. Вот он сейчас погружается, ой, карта дьявол, он сейчас погружается вот именно в свои мысли, он сейчас погружается в свои чувства, и они у него борются, чувство и разум. Он хочет быть рядом с вами, он чувствует эту зависимость, он чувствует то, что он по вам скучает, тоскует. Но вот это упрямство, оно ему не позволяет. Стоит вам вообще проявляться?
Да, однозначно стоит. Туз кубков, можно сделать шаг навстречу, но шаг этот должен быть мягкий. Шаг этот должен быть такой вот, знаете, вот с любовью, без каких-то упреков, без каких-то укоров, потому что, ну вот ранее сказала, да, человек здесь привык к такому формату отношений, что он такой весь деловой, а вы такая ласковая и готовы его любить и прощать. А что он вам скажет вообще, когда вы проявитесь, когда сделайте шаг навстречу? Ну, скажет, что нужно что-то менять. Страшный суд — это, как правило, перемены в семейном положении, да, это когда-то развод, да, если люди в браке, но, судя по всему, вы в разлуке рассмотрите этот расклад, здесь поймет, что здесь нужно в вашем случае что-то менять и менять в лучшую сторону. Может проявить свою холодность, да, король мечей — это, знаете, такой вот внешне холодный, внешне такой вот весь отстраненный, но здесь он будет принимать решения, и решения в отношении перемен. Может поупрямиться, может, не скажу, что взять какую-то паузу, а знаете, как здесь будет? Будет долго идти, но идти опять же в семью, десятка пентаклей, идти в отношения, которые близки к семейным, но у нас здесь и страшный суд, тоже карта семейная, да, карта вот именно изменения семейного статуса, но здесь он, смотрите, он будет выстраивать свои границы, он будет вам диктовать свои правила, вы сделаете этот шаг навстречу, а он может вам устроить, знаете, вот разбор полетов, такой вот деловой, серьезный разговор, когда расставляете все точки над и решаете, кто кому чего должен, какие будут у вас обязанности, какие у каждого будут цели, приоритеты, и скажет: да, хорошо, мы идем в семью, но идем в семью по моим правилам. Что еще скажет? Да, разговоры будут, скорее всего, о семье и о тех трудностях. Да, однозначно, карты мир, помиритесь в итоге, выйдете на новый уровень. Но для того, чтобы на этот новый уровень выйти, нужно вот эти трудности пройти. И трудности здесь в том, что человек гордец, человек упрямец. И здесь, если выстраивать дальнейшие отношения, то вот принимать его условия, принимать то, что вот он такой весь где-то сильный, да, где-то вот ему нужно, чтобы только его условия и правила были приняты, и при этом прощать ему его слабости, но он считает, что это его сила в том, что он не пойдет на поклон. На самом деле, ну, не всегда это сила, а зачастую силой является вот именно осознание собственных ошибок и умение сберечь то, что тебе дорого. Поэтому здесь вот такая ситуация. Благодарю двоечек за просмотр. Идем к третьей позиции. Выйдет ли на связь загаданный человек? С чем придет? У двоечек ждет вашего шага. Все будет хорошо, но здесь вы должны сделать первый шаг, тогда все наладится. Здесь он упрямится. Итак, троечки. Третья позиция. Выйдет ли на связь загаданный человек? Ой, долго, очень долго. Смотрите, если ждете женщину, то женщина однозначно выйдет на связь, но опять же не так быстро, как хотелось бы. Если ждете мужчину, здесь причиной того, что он так медлит, может быть другая женщина, может быть треугольник, может быть соперница, которая его тормозит вот в этих его делах. Да, и он на выборе находится, карта влюбленные. Закрывается, не может определиться. Ушел в себя, не понимает, что ему делать. Такое ощущение, что и от вас, и от нее закрылся, вообще отстранился и не понимает, куда бечь вообще, куда бежать, куда идти. Хочет быть лидером, хочет одержать победу, боится сделать неправильный выбор, понимает, что здесь что-то нужно разрушать для того, чтобы идти дальше. И ему нужно принимать это решение самому. Здесь никто ему не советчик, он должен этот выбор сделать сам. А выбор сделать никак не может, ему это сложно. Смотрите, карта император. Для тех, кто смотрит на женатого мужчину, также он в браке и останется, да, он здесь статус императора. Для тех, кто смотрит на мужа, муж останется с вами.
Если оба здесь свободны, то здесь, скорее всего, выбор будет в вашу пользу. Здесь поступит мужчина как мужчина, подарит вам надежду, придет вас завоевывать, действительно придет и примет решение. Опять же, да, карта императрицы. Здесь решение будет в пользу законной супруги. Если законной супруги еще пока нет, то у вас есть все шансы на то, чтобы стать таковой. Да, здесь наличие третьих лиц, от которого он устал, он понимает, что ему нужно выбирать вот эту императрицу. И третье лицо, да, в формате соперницы, оно просто мешает, он от этого устал. Никак не может сделать выбор, никак не может шагнуть дальше, но он понимает, что этот шаг делать нужно. И шаг он сделает выбор в пользу законного брака. Так, а если все свободны, вот сейчас та девочка, которая смотрит, что получит от этого человека? Опять. Смотрите, с соперницей будет покончено, не переживайте, придет к вам. Здесь будет трансформация. Для тех, кто свободны, да, еще раз повторюсь, те, кто в браке, останутся в браке. У тех, у кого все свободны, но есть соперница, здесь человек придет к вам. Придет к вам с желанием работать над отношениями, тоже с какими-то своими правилами. Но здесь, смотрите, он от этой женщины оградится, он от соперницы здесь оградится. От соперницы отстраняется, поэтому вы выигрываете здесь. Не переживайте, все соперницы канут в лету. Будет бороться за вас, бороться до последнего по справедливости, да, все будет. Здесь, видимо, вы занимаете такую справедливую позицию, правильную позицию. С чем придет? Да, с желанием строить семью, с чувствами придет к вам. Опять же, двойка жезлов, неопределенность, сейчас старается понять, куда ему двигаться, но, судя по всему, ваш этот человек, предстоит борьба. Решение нужно будет принимать по ходу, чем-то нужно будет жертвовать, но вот он и пожертвует. Это будет ему своеобразным уроком. Ну, от трудностей вы здесь уходите, приходите в семью. Троечки, поздравляю, у вас тоже все хорошо. Те, кто в браке, остаются в браке. Те, кто свободны, придет от соперницы мужчина к вам с желанием строить семью, с желанием строить серьезные отношения. Троечки, двоечки, единички, всех благодарю за просмотры. Буду благодарна лайкам, комментариям, подпискам. До встречи с вами в новых видео.